Ку! Нирвана. Избавление от страданий. Хотя какие могут быть страдания, когда ты уже здесь, на реке? А когда у тебя в руках новенькая Тинкара, это еще один шаг к нирване. Ведь философия Тинкара — это философия избавления от всего лишнего. Отбросим метафоры. Взять, например, удилище. Вот это вся снасть. Больше ничего. Удилище, муха и шнур. Этой снасти нет равных по удобству переходов по лесу в поисках самых красивых и уловистых мест. А вот и перспективное место. Вот там, под деревом. Что я там про удилище? Ах да, простота. В собранном виде чуть больше полуметра. Катушка-держатель? Ну что вы, кольца? Да боже упаси. Кусочек веревочки на кончике вам в помощь. Снял заглушку, аккуратно вытянул колено. 100 граммов, 4 метра, 10 колен. Телескоп. Привет ярым противникам телескопических спиннингов. Строй? Перестаньте, это Япония. Тон удилища. От 5 к 5 до 8 к 2. Тоже все вроде бы просто. Вторая цифра — это количество гнущихся частей удилища из 10 возможных. Даже если колен не 10. И все. Добавим леску, поводок, муху. Учимся вязать 3 узла и вперед на реку. Простота, конечно, только видимая, зато легкость вполне ощутимая. Взмах, еще взмах. Такая рыбалка не наскучит, а рука не устанет, потому что удилище практически невесомое. Целый день можно заниматься этим делом. Теперь приманка. Мушки. Как ни крути, а от параллели с нахлыстом не обойтись. Если флайфишинг, то муха, а если тинкара, то кибари. И опять загвоздка. На мой субъективный взгляд, четкой классификации вот это муха, а вот это кибари нет. Японский минимализм и глубокая философия процесса размывают границы определений. Классическая тинкара — это не подбор мух под условия ловли, а ловля рыбы на одну муху. Ту самую кибари. Научиться точно и изящно подавать приманку, играть кибари в совершенстве, искусно вываживать рыбу, равно познать тинкару. Ну вот и первая поклевочка. Вроде приноровился. Пошла рыба. Отвел душу. Прикоснулся к нирване. Слился с природой. Продолжение следует.